Когда мы слышим слово «пустыня», что первым делом возникает в голове? Ну, скорее всего, бескрайние пески, палящее солнце, может, какие-нибудь кактусы. Но что, если я скажу, что самые большие пустыни на Земле выглядят совсем не так? Обычно мы представляем себе жару и засуху, а тут перед нами белый медведь на льдине посреди ледяного океана. Кажется, это полная противоположность пустыне. Или все-таки нет? Вот этот вопрос и заставляет нас все переосмыслить, потому что то, что мы видим, эти бескрайние ледяные просторы Арктики, на самом деле тоже пустыня. Да-да, самая настоящая, только не песчаная, а полярная. Так что добро пожаловать в удивительный мир холодных или полярных пустынь. Это такая уникальная природная зона, где правила выживания совершенно другие, а пейзажи просто захватывают дух своей суровой первозданной красотой. Так что же тогда определяет пустыню? Оказывается, ключевой фактор — это вовсе не температура, а очень-очень малое количество осадков. В полярных регионах на самом деле невероятно сухо. Просто осадки там выпадают не в виде дождя, а в виде снега, который за тысячи лет спрессовывается в гигантские ледники. Но почему здесь так холодно? Ну, тут все дело в наклоне нашей планеты. На экваторе солнечные лучи падают практически отвесно, принося максимум тепла. А вот на полюсах они идут под очень острым углом, как бы скользя по поверхности и почти не нагревая ее. На нашей планете есть две главные холодные пустыни. Это, конечно, полярные области на самом севере и на самом юге. И хотя на первый взгляд они похожи, на самом деле это два совершенно разных, не похожих друг на друга мира. Самое главное их отличие в географии. Арктика — это, по сути, замерзший океан, который окружен сушей. А Антарктика — это огромный континент, покрытый льдом и, наоборот, окруженный океаном. И вот эта разница делает Антарктику значительно холоднее. Ну и, конечно, у них разные символы. Белый медведь на севере и пингвин на юге. И нет, в дикой природе они никогда не встречаются. 186 дней. Только вдумайтесь в эту цифру. Именно столько на Северном полюсе длится полярный день, когда солнце вообще не садится за горизонт. А потом наступает такая же длиннющая полярная ночь. Но не стоит думать, что полярная ночь — это просто кромешная тьма. Совсем наоборот. Именно в это время небо оживает благодаря полярному сиянию. Это одно из самых красивых явлений природы, когда в небе буквально танцуют разноцветные огни. Казалось бы, ну какая жизнь может быть в таких суровых условиях? Но это совсем не так. Давайте посмотрим, кто же смог приспособиться к этому вечному холоду. Два самых известных обитателей этих миров — это, безусловно, белый медведь и пингвин. Первый — настоящий хозяин Арктики, самый крупный наземный хищник на планете, а второй — символ стойкости и выживания в ледяной пустыне Антарктики. Но животный мир полярных пустынь, конечно, гораздо разнообразнее. Здесь живут и волки, и песцы, и тюлени с моржами, и огромное количество разных птиц. Каждый из них нашел свой какой-то уникальный способ выживать в этом ледяном царстве. В таких суровых условиях абсолютно все взаимосвязано в единую пищевую цепь. Ресурсов здесь очень мало, поэтому каждая жизнь буквально зависит от другой. Это невероятно хрупкий баланс, который, к сожалению, очень легко нарушить. А теперь давайте мысленно немного отодвинемся от полюсов. Ледяная пустыня постепенно сменяется другой, не менее удивительной природной зоной — тундрой. Это такая, знаете, переходная зона, где вечный лед потихоньку уступает место земле. Именно здесь, на границе ледяной пустыни, природа начинает меняться, давая шанс и другим формам жизни. Ключевая особенность тундры — это вечная мерзлота. Почва здесь промерзает на сотни метров в глубину, и лишь самый тонкий верхний слой оттаивает коротким летом. Этого, конечно, недостаточно для деревьев с их глубокими корнями. Но жизнь, как говорится, найдет дорогу. Растительный мир тундры по-своему уникален. Здесь царствуют мхи и лишайники. Деревья, если и встречаются, то карликовые, они буквально стелятся по земле, чтобы спрятаться от ледяного ветра. А коротким летом тундра расцветает яркими красками полярных маков и других цветов. И животный мир здесь тоже особенный. Это царство северного оленя, который умудряется находить под снегом свой главный корм — ягель. А еще здесь живут лемминги, песцы и множество перелетных птиц, которые прилетают сюда на лето, чтобы вывести потомство. Но, пожалуй, самое удивительное в этих краях —
Это даже не животные или растения, а люди, которые смогли сделать этот суровый мир своим домом. Коренные народы Севера — это настоящие мастера адаптации. Вся их культура, весь их быт идеально приспособлены к этим суровым условиям. Это просто поразительный пример глубокого понимания окружающего мира, которое накапливалось веками. Их жизнь, можно сказать, построена на 3 китах. Первое — это мобильное и теплое жилище, вроде чумы или яранги. Второе — традиционные занятия — оленеводство, охота и рыбалка, которые дают все необходимое для жизни. И третье — это транспорт — олени и собаки. Без них в тундре просто не выжить. И все это подводит нас к главному вопросу. Люди с севера ведь не просто выжили, а они создали богатые, самобытные культуры в условиях, которые многим из нас кажутся просто невыносимыми. Их опыт стойкости, изобретательности и жизни в гармонии с природой — это невероятно ценный урок. Чему мы можем у них научиться? Вот об этом, пожалуй, стоит задуматься.